19-летний Генрих Северла был призван в вермахт в 1942 году. И знаете, в этом же году он получил хорошую по тем временам должность. И должность эта была курьером. Хороший климат, морской воздух и мотоцикл BMW. Все это было в распоряжении этого молодого парня. Но, к сожалению, Восточный фронт вычерпывал все больше немецких солдат. И быстрой победы, как вы знаете, с Россией у них не получилось. Генрих, естественно, был отправлен кучером, чтобы возить на телеге всякого рода снабжение для своих солдат, где с точки зрения статистики он и должен был бы погибнуть. Но судьба готовила ему другую роль, ведь молодой человек решил нарушить субординацию и немецкий орднунг, за что, стало быть, и был подвергнут физическим наказаниям. Но офицер несколько перестарался, и ямщик Северла попал на полгода в госпиталь. После восстановления Северла отправляется во Францию. К тому моменту там уже ждали высадки союзников, то есть британцы, американцы, ну и так далее. И широко разрекламированный на тот момент Атлантический вал Гитлера так и не был достроен. И англо-американские силы выбрали плохо защищенный участок. Сплошных укреплений на нем не было, только разбросаны опорные пункты и полевая телефонная связь. В день Д Генрих Северла дежурит у пулемета на опорном пункте 62, когда он увидел, что подходят десантные плоты. У американцев этот участок называется Омаха, и вскоре оба эти названия войдут в историю. И командир взвода приказывает ему дождаться, когда американцы будут в воде, и стрелять по ним, когда они не смогут выходить и быстро двигаться. По сути, как в тиме. Да, собственно, так и получилось. Вместе с Северло там было еще 29 человек. Короче, их было 30, и многие из которых новобранцы или просто ограниченно годные после госпиталей. Но тут начинается крупнейшая на тот момент артиллерийская подготовка и бомбежка с воздуха. По воспоминаниям некоторых выживших, побережье на некоторое время затянуло белой пылью от множества взрывов. Но по небольшому опорнику, где находился Северла и его раненые товарищи, в общем-то, прицельно не били. И по команде лейтенанта огонь открыли по первой волне десанта, когда те еще по колено были в воде. Они не могли бежать, не могли лечь. Короче, они могли только умирать. Северла хладнокровно расстреливал застрявших в воде из пулемета МГ-42. В зоне огня было 48 десантных катеров, и немец выпустил в десант более 12 тысяч патронов. После первой волны, которая добралась до пляжа, Северла переносит огонь на сами катера и на тех, кто, столпившись у рампы в панике, не понимает, что делать. Один из самых скорострельных пулеметов мира буквально заливает огнем взвод за взводом на маленьких палубах, с которых некуда бежать, ведь катера застряли дальше от берега, чем планировалось. Стволы пулемета перегреваются до красна, и вокруг от них загорается трава, которую приходится тушить, чтобы видеть хотя бы какие-то цели. По воспоминаниям Северла, ленту для пулемета ему подавал какой-то неизвестный солдат. Бой шел 9 часов без перерыва, и пулеметчик останавливался только для смены стволов и минимального их охлаждения. В это время только 1 или 2 американца успевали добежать поближе к опорнику. Но их останавливали из винтовок. И только когда между опорными пунктами нашли слабое место, им удалось захватить Омаху. За время высадки на этом самом неудачном участке фронта американцы потеряли до 3000 человек, и считается, что один только Северла убил от 1 до 2000, вероятно, став самым результативным солдатом за один непрерывный бой. И да, быстрый треск пулемета МГ-42, сливающийся в протяжное жужжание, которое не спутать ни с чем иным, и выглядывающие из укрытия кожух его ствола, станут главным кошмаром американских солдат Второй мировой войны. Северл, когда закончились обычные патроны, начал стрелять лентами, снаряженными для зенитной стрельбы трассерами. И в этот момент его, естественно, заметили наконец-то, и начали американцы стрелять по нему из корветов. Стрелять из корабельных пушек.
Северло получил легкие ранения, осколки в лицо, и его пулемет МГ был выведен окончательно из строя. Корабли продолжали обстрел опорного пункта, и командир взвода приказал отступать в деревню, где был бункер со связью. 62-й пункт американцы захватят, только обойдя его с тыла, когда найдут мертвую зону между соседними укрепленными пунктами. Генрих Северло попадет в плен раненым, конвоируя пленных же раненых американцев в тыл для оказания помощи. И, вероятно, это обстоятельство и спасет ему жизнь, и обеспечит хорошие отношения в плену. Уже после войны он подружится с американским военным священником, который высаживался на Омахе и был, по всей видимости, ранен тем самым Северло в тот самый злополучный денек. Про их дружбу и путь к прощению уже в 80-х снимут целый документальный фильм. Сегодня же мы расскажем вам про самый успешный пулемет мира, который несколько поколений узнавали по звуку и считали этот звук самым страшным в жизни. Давайте вспомним классического штурмовика из «Звездных войн», который держит в руках длинное оружие с боковым коробом. И если вы не любите вселенную Джорджа Лукаса, то тогда давайте вспомним о культовом смарт-гане из «Чужих 2». И да, все эти ребята ходят с оружием, в образе которого хорошо угадываются культовые немецкие пулеметы Второй мировой войны. Сегодня мы привыкли думать, что символом блицкрига и движения немцев вперед являются танки. Но в 40-е годы это было не так, потому что именно пехотинец вермахта с закатанными руками и пулеметом на плече был символом победы зла и движения вперед. И это оружие, привычное нам сегодня, поразило весь мир. Когда речь идет о наших поражениях начального периода Великой Отечественной войны, можно часто слышать приписываемую нам, чуть ли не лично сказанную Сталином, такую фразу, что у немцев больше автоматического оружия, чем у нас. Вы скажете, странное утверждение, ведь потому что у нас что? У нас что? Были ППШ, например, и они были лучше, чем немецкие. Да и наши солдаты в начале войны были вооружены полуавтоматическими винтовками, а немцы были с этими болтовками Маузер, у которых была ручная перезарядка. А ведь в это время все понимали, о чем шла речь. О пулеметах, которых у немцев было не просто намного больше, но они были лучшими в мире. Черт возьми, они были настолько хороши, что немцы даже не стали делать во время Второй мировой войны собственный крупнокалиберный пулемет. Как ДШК, например, был у нас, или как был Браунинг у американцев. Они просто взяли и сосредоточили все силы на массовом производстве первых в мире современных единых пулеметов под винтовочный патрон. Это не просто оружие, которое изменило войну, это еще и оружие, которое десятилетиями пытались скопировать, и элементы которого можно заметить в половине современных моделей. Но как это удалось немцам, вы спросите? И я тоже не знаю ответ на этот вопрос, и сегодня попытаюсь в нем разобраться. Как это они сделали такой единый пулемет МГ-34 уже через год после прихода к власти нацистов? И почему МГ-42 не просто лучший пулемет Второй мировой войны, и он получил свое отдельное место в пропаганде, но и остается современной машинкой до сих пор на полях сражений? У меня здесь есть некоторые экземплярчики с собой. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Декабрь. Пришло время подводить итоги, господа. Особенно важным конец года является для руководителя бизнеса, учитывая, что на 2025 год были анонсированы глобальные изменения в налоговом законодательстве. В условиях этих новых налоговых реалий доверие к профессионалам в области бухгалтерского учета становится особенно важным. И многие предприниматели осознали, что бухгалтер – это не просто сотрудник, который ведет учет расходов или доходов компании. Это первый человек, с которым нужно консультироваться при принятии решений, связанных с финансовой деятельностью организации. Это специалист, который должен быть в курсе всех изменений в законодательстве, в которых в последние 2 года произошло больше, чем за предыдущие десятилетия. Найти такого универсального работника в короткие сроки невозможно, ведь его компетенции формируются годами. Первый в России бухгалтерский конвейер МАК – это ноу-хау, созданный Александром Лыковым в 2014 году. И на протяжении 10 лет он успешно помогает руководителям всех сфер и форм бизнеса настроить бухгалтерский и налоговый учет компании, до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата и не только. МАК – это не просто универсальный сотрудник, а полноценная бухгалтерия уровня больших корпораций. Надежный партнер, несущий полную материальную ответственность за свою работу.
И используя эти передовые технологии и опытные кадры, Мака-эксперт обеспечивает надежный и прозрачный подход к бухгалтерии, что позволяет руководителям сосредоточиться на стратегическом развитии своего бизнеса, не отвлекаясь на рутинные какие-то там расчеты и бумажную волокиту. А потенциал Мака и ее опыт экспертизы создают условия для уверенного роста и стабильности вашего бизнеса в 2025 году. Первый месяц с Мака всегда бесплатный. Ссылка на Мака-эксперт в описании. Первая мировая война стала триумфом пулеметов, окончательно уничтожив линейную тактику и штыковые атаки. Установка на позиции даже одного станкового пулемета, такого как «Максим», делала преодоление между окопами врагов делом почти невозможным. Представьте себе, что у вас от окопа до окопа сотни метров. Вам нужно все это пробежать, и, естественно, у вас не какая-нибудь там супервинтовка, а, скорее всего, болтовочка или ППШ, у которого не так уж и много патронов, потому что он их выплевывает быстро. И даже один пулемет, естественно, скосит немалое количество, поверьте, Северла на слово человек. Дальше что? Вы добегаете, грозите супостату, кричите «Ура!», добегаете до окопа, и дальше что? И вы, должно быть, решите это гранатой или штыковым ножом, или просто хорошим тесаком. Но вот это расстояние ведь нужно пробежать, и если там МГ, то пробежать вы просто не сможете. В общем, как вы понимаете, главным качеством армии считался боевой дух. Он дает стойкость в рукопашной, и немного уделялось внимания дальности и точности винтовки. Хотя гораздо больше думали о длине штыка. И тут на сцене появляется пулемет, с помощью которого пара человек может на ровном пространстве между окопов остановить почти любое количество бегущей пехоты, конницы на полном скаку. Кстати сказать, танки того времени тоже не выдерживали длинную очередь из МГ. Появление станковых пулеметов и укреплений вокруг них буквально изменили войну. Тактика 19 века, сабли, пики, красные галифе и синие мундиры стремительно уходили в прошлое, да и исчезли всего лишь за несколько лет. Но хочется ведь разобраться во всем и узнать, что это были такие за пулеметы. Как чаще всего бывает с оружием первых поколений своих классов, это очень дорогие, очень тяжелые и с избыточной надежностью, требующие сложного ухода образцы. Первые массовые пулеметы, например, пулеметы «Максим», они вообще устанавливались на артиллерийские лафеты и считались скорее довеском к пушкам, чем самостоятельным пехотным оружием. И это было дорогое оружие, потому что изначально непонятно было, для чего оно, как его применять, что из него, индейцев там расстреливать толпами или там, не знаю, в слонов стрелять, которых тогда не особо применяли. Короче, я не знаю. Но вот, например, один из крупнейших военных теоретиков России того времени был такой генерал Драгомилов, и он вошел в историю, сказав буквально следующее. «Я считаю пулеметы нелепостью в полевой армии нормального состава. Если бы одного и того же человека нужно было бы убивать по нескольку раз, то, безусловно, это было бы чудесное оружие. Но если на выбор человеку, неодержимому предубеждениями, застилающими здравый смысл, то, конечно же, он предпочитает живого стрелка автоматическому пулемету. Уж хотя бы, мол, за то, что у него лафета нет, лошадей ему не нужно, прикрытия тоже не нужно, и можно его употреблять на всякую солдатскую работу». А между прочим, Драгомиров-то был не единственным, кто так считал. Начало войны поставило все точки над «и». Фронт застыл, окопы начали углубляться, а у противников еще и наступил снарядный голод. Пулеметы буквально господствовали над равниной, над пустошами. Я, кажется, пересмотрел «Безумного Макса». Все это были тяжелые пулеметы, сложные и часто с водяным охлаждением, но самое главное, очень громоздкие. С такими пулеметами не пойдешь в атаку, их невозможно быстро перемещать, и маневрировать с ними было достаточно сложно. Не было, потому что дополнительного транспорта, каких-то повозок, в конце концов, Северла где-то там болел. Другими словами, это оружие создало позиционный тупик Первой мировой войны. На тысячи километров фронта все стороны закопались поглубже в землю, а окопы ощетинились стволами и колючей проволокой. Но как же наступать? А если смог наступать, то как же притащить на захваченной позиции станковый пулемет, чтобы обороняться? Ведь там ведь может быть и контратака. Для наступления в середине войны стали появляться легкие пулеметы, они же ручные.
И так появился легендарное, но неудачное орудие, которое назывался пулемет Шоша, или наоборот Браунинг-Бар, который опередил свое время. Но в них в первую очередь отказывались от ленточного питания, чтобы снизить вес и габариты. Получались либо относительно большие, но ненадежные магазины, либо надежные, но при этом маленькие. Результат был, скорее всего, ближе к будущим автоматическим винтовкам, чем к пулеметам. В то время еще было распространено мнение, что, имея легкий пулемет, стрелок сможет в наступлении вести огонь от бедра, заставляя врагов залечь, как Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне в боевиках 80-х. Это кто? Это киборг-убийца. В комплекте к Браунинг-Бар, например, даже придумали специальную портупею с упором для приклада у пояса и успешно ее использовали на полигонах. И, конечно, так это не работало. На войне и бойцы с легкими пулеметами просто бежали в надежде на успех, как это делали и с винтовкой. Полученный итог с настоящим полноценным пулеметом по плотности огня сравниться никак, естественно, он не мог. Как правило, оружие получалось все равно слишком тяжелым и при этом недостаточно эффективным. Опыт использования подобного оружия во многом привел к эволюции в будущем. Не столько пулеметов, сколько штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов. Эти легкие пулеметы, однако, стали причиной появления заблуждения, которое прожило еще много лет после окончания Первой мировой войны. Считалось, что если вооружить всех солдат автоматическими винтовками, то и пулеметы им нахрен не понадобятся. При этом считалось, что если винтовок много и они стреляют достаточно быстро, то солдаты отделением смогут выпустить столько патронов, сколько и пулемет. Причем сделать это одновременно по многим целям, а не поочередно перенося огонь. Конечно, и да, безусловно, эта концепция тоже полностью не сработала, как и многие, кажущиеся правильными в теории выкладки. Самым распространенным стрелковым пулеметом мира и уж точно Первой мировой стал Максим. Кстати, говорят многие, типа, пулемет Максим, вообще-то говорит правильно Максим, потому что фамилия у него Максим. Хайрам Максим разработал свою машинку еще в конце 19 века. Изначально как артиллерию, если честно. Но в окопах Великой войны воевали уже известные нам версии на массивных станках, иногда с бронещитками, как в фильме «Брат 2», например. И уже в конце войны, ближе всех к этому современному решению вопроса подвижности пулеметов, подошли немцы. Что сделали немцы? Они сохранили ленточное питание, они убрали водяное охлаждение, тот самый характерный кожух на стволе, станок, поставили Максим на сошке и максимально облегчили его. И так получился МГ-08-18, характерный защитный кожух, с отверстием которого можете видеть уже в более поздних немецких моделях. Но это еще не современный единый пулемет, а всего лишь его предвестник, ведь в его основе слишком тяжелый и слишком мощный и сложный механизм Максима. С таким сильно не побегаешь, и каждому отделению, ясное дело, такой пулемет не придашь. Можно обанкротиться. История современных немецких пулеметов, как и вообще целого класса оружия единого пулемета, начинается в 1932 году. Еще действовали ограничения Версальского мирного договора, по которым Германия запрещалась иметь пулеметы. Но немецкая армия сформировала техническое задание на будущий универсальный пулемет. И так ветераны траншейной войны готовились к реваншу, но сохранившийся немецкий офицерский корпус понимал причины своих поражений и повторять, естественно, невыученные уроки не собирался. Первая мировая война еще была тем типом войны, когда офицеры гибли относительно редко. Поэтому в Германии 30-х были люди, которые хорошо знали причины своих поражений и вели научные изыскания в том, как их не повторить. Техническое задание вермахта не просто было первым шагом к появлению единых, по нашей терминологии, или general purpose в английском языке общего значения современных пулеметов. Оно, скажем так, открыло саму концепцию этого класса оружия. И сегодня это странно представить, но до этого момента его просто не существовало. В 30-е годы немцы стали постепенно задумываться над восстановлением армии. Так постепенно надумали, что потом такую армату отгрохали. Будущая стратегия Блицкрига еще не была создана, но призрак многолетней окопной мясорубки давил на немецких офицерах. Новая война должна была быть мобильной, быстрой и технологичной. Гнить в траншеях годами, естественно, заново никто больше не хотел. И вот возникла идея пулемета, который станет универсальным и объединит в себе функции станкового, ручного, зенитного, танкового и всех прочих подвидов этого оружия. Он станет массовым, он будет везде и в любом месте, где немецкая пехота сможет совершить маневр, мощный огонь пулемета будет отсекать контратаки врага.
Так начались работы над будущим МГ-34. Для своего времени этот проект был настолько важным, и его разработка настолько сложной, что участвовали в разных его частях почти все крупные производители оружия. И хотя пулеметы часто считают изделием Маузера, над ним работали и Rheinmetall, и Вальмер, и многие другие. И к моменту окончания разработки пулемета в его конструкции относилось 18 только новых патентов различных конструкторов и производителей. Пришлось создать целую специальную правительственную комиссию, которая решала вопрос о том, кто из 4 главных производителей оружия в Германии получит право на серию МГ-34, а кто лишь получит выплаты роялти. Для своего времени это сопоставимо с проектами бомбардировщиков типа «Стелс», которые настолько сложны, что ни одна фирма не готова даже браться за них самостоятельно. И правительство создает свои собственные проектные организации, чтобы сложить все эти разработки в единое целое. В 1934 году пулемет запустили в производство, но официально об этом заявили только в 1939. Это была одна из важнейших государственных тайн Рейха, ведь на пулеметы по результатам Первой мировой войны налагались большие ограничения, и их производство скрывали почти до открытого начала Второй мировой. К моменту этого объявления в войсках вермахта уже было больше 50 тысяч пулеметов МГ-34, а к началу Второй мировой войны уже 84 тысячи, которые вскоре стали одним из самых главных символов Блицкрига, наряду с танками, а в свое время даже были более значимыми. Интересно отметить, что секретной была даже инструкция к пулемету. До 1939 года расчет МГ-34 получал допуск к гостайне, но дело не только в запрете производства пулеметов по Версальскому мирному договору. Для своего времени очевидная для него сегодня концепция была настолько революционной, что ее скрывали по понятным причинам. И когда мир увидел не просто то, что Гитлер восстановил армию, но и то, что он оснастил ее новыми, невиданными до этого типами оружия, причем сделал это массово, и следует признать, что секретность дала свой результат. Ничего похожего до начала войны сделать уже ни одна страна не успеет, а к моменту нападения на Польшу уже почти половина пулеметов вермахта будут составлять МГ-34. Что же так усиленно немцы скрывали? Пулемет получился в пехотном варианте на сошках весом в 12 килограмм, в то время как легкие пулеметы с магазинным питанием весили около 10. Немец был с ленточным питанием и обладал плотностью огня станкового полноценного пулемета и на голову превосходил все аналоги того времени. При этом МГ-34 вполне мобилен силами одного человека. И, как правило, помощник пулеметчика, а то и все отделение просто помогает тащить ему патроны и ленты. Но самим пулеметом на сошках прекрасно справлялся бы и один человек, и это делает его очень универсальным. Именно фотографии немецких солдат с подкатанными руками, с пулеметом на плече станут для Европы одним из пугающих символов Блицкрига. Интересный факт. Но в отличие от оружия, немецкая военная форма оставалась достаточно консервативной. И характерное подворачивание рукавов связано не более чем с тем, что немецкий китель был слишком жарким. Для работы в обороне к МГ-34 шел станок, он же лафет. Очень сложная конструкция, не просто тренога, как у большинства современников, но почему лафет? Потому что пулемет размещается на подпружиненном таком креплении, или люльке, можно ее назвать так, которая гасила бы отдачу и позволяла не просто стрелять длинными очередями, но делать это очень точно. К станку шел прицел, перископ, и на самом лафете внизу был второй спусковой крючок, поэтому пулеметчик мог вести огонь, находясь ниже земли, изнутри окопа. Вы только вдумайтесь. Очень дорого и редко применяется даже сегодня, а в вермахте это было вполне массовым решением. Кроме того, люлька гасила отдачу и позволяла стрелять очень точно, даже не прямой наводкой, подавляя врага на предельных для винтовочного патрона дистанциях. В связи с этим существует еще один немаловажный миф, который достаточно жарко обсуждался в СМИ, и он пережил десятилетия. Это образ эсэсовца, который прикован цепью к пулемету. Открою вам маленькую тайну. Эта цепь – одна из частей станка, которую немецкие пулеметчики обматывали через плечо, поэтому наши солдаты и видели убитых немцев с цепями у пулеметов, что, в общем-то, создает ужасающую картину, но, в общем-то, к приковыванию никакого отношения не имеет. На МГ-34 нет охлаждения ствола, и сам ствол не такой тяжелый, как тогда было принято на станковых предшественниках.
Но ствол у него быстросъемный и еще одно привычное сегодня и далеко не распространенное в наше время решение. Перегретый ствол просто быстро меняли на холодный, и это давало свои результаты. При стрельбе с лафета использовалась длинная лента, которая аккуратно удерживала руками и горизонтально второй номер, чтобы под собственным весом она просто не заклинивала. В моих роликах, кстати, вы тоже видели, частенько он клинил, потому что забивалась грязь, или достаточно ржавые были патроны, или они просто перекашивались, поэтому держать их вот так очень важно. В варианте на сошках использовался штурмовой короб с креплением к пулемету. И еще одна привычная нам сегодня вещь. Оказалось, что с ленточным пулеметом можно вести и штурмовой бой, достаточно просто металлической коробочки ее защелки на боку у пулемета. Кстати, вошедшая в массовую культуру круглая форма короба, с которым щеголяют штурмовики в «Звездных войнах», также связана с проблемами прочной ленты. Немцы боялись ее разрыва под собственным весом, поэтому и укладывали кольцами или улиткой. Но это одна из первых металлических пулеметных лент в таком массовом использовании. С инновациями вначале бывают проблемы, и их относительно быстро решили, хотя осадочек, как говорится, остался. Круглые короба можно видеть и сегодня. Например, улитки наших автоматических гранатометов АГС или автоматический гранатомет станковый, где лента с гранатами такая тяжелая, что ее лучше туда вообще укладывать кольцом. На МГ еще сохранились довоенные излишества, например, режим одиночной стрельбы. Нахрена на пулемете одиночная стрельба, спрашивается. Они исчезнут чуть позже, когда масштабы войны уже станут окончательно понятны всем. Поэтому интересной особенностью МГ-34 является двойной спусковой крючок, половина которого отвечает за очередь, а вторая половина отвечает за одиночный огонь. Один из примеров сознательного даунгрейда, когда из дорогих и сложных конструкций выбрасывают функции, которые себя не окупают. Интересно, что на ранних версиях МГ-34 можно было установить рампу так, чтобы лента подавалась с необходимой стороны. Это добавляло универсальности для установки пулеметов в разных видах бронемашин и зенитных турелей. Скажем, можно было поставить два пулемета, соединить вот так, и с одной стороны засунуть ленту, и с другой. В поздних версиях от этого уже отказались. Многие функции МГ-34 выглядят очень неплохо, даже для современных мерок. Он, например, разбирался на две половины для удобной транспортировки. А при установке на технику можно было снять заднюю часть и ствол пулемета, оставив на месте кожух и таким образом разобрать пулемет по частям, не проводя его полный демонтаж из машины. Даже сегодня, доставая для чистки пулеметы из ограниченного пространства танковых башен БМП или БТР, требуется приложить нерядовые усилия и согнуться в акробатических позах. Так вот, в Германии 30-х этой проблемы у солдат не было. Почему? Потому что схема работы автоматики с поворотным затвором и подвижным стволом давала комфорт даже при стрельбе с сошек или рук мощными винтовочными патронами 7,92 мм. Подобное решение и сегодня, кстати, используют в оружии, правда, для немного более мощных патронов. Движение ствола забирает часть энергии отдачи, делая ощутимый удар в плечо более мягким и плавным, как бы растягивая его во времени. Платой за это была цена и использование дефицитных материалов и сложной обработки, особенно в нижнем ресивере. Большое количество подвижных элементов, которые в оружии должны взаимодействовать с идеальной точностью и повторяемостью, выдвигали требования к сплавам использовать качественные сплавы с добавлением марганца. А с последним в Германии, надо сказать, всегда было все печально. Была, так сказать, хроническая нехватка. И это отразилось на качестве и количестве многих видов оружия и техники. И, конечно, чтобы обеспечить точное движение ствола по направляющей, нужна была высокоточная фрезеровка заготовок. Потом нужна была их закалка, многократные проверки размеров, допусков, шероховатостей, посадок и прочие тонкие машиностроительные операции, каждая из которых требовала времени и дорогого оборудования. Но главное – большое количество квалифицированных рабочих, а их постепенно начинал все больше и больше вытягивать фронт. Это было изделие мирного времени, и когда стало окончательно понятно, что Вторая мировая война надолго и будет вычерпывать все ресурсы, немецкие конструкторы сделали следующий логический шаг – перешли к штампованной конструкции массового пулемета. Большая часть оружия в то время производилась фрезеровкой заготовок. Проще говоря, брался большой кусок металла и с помощью дорогого станка и фрезеровщика превращался в требуемую деталь, которую еще после этого надо было шлифовать, полировать, холить, лелеять
ну и так далее. При этом большой процент металла пропадал в виде отходов, а если человек немного ошибался, то и вся заготовка шла к чертям собачьим. С другой стороны, штамповка в теории требовала единожды подготовить соответствующие пресс-формы, оснастку, и после чего простые операции могли выполняться единообразно и без привлечения хороших мастеров-оружейников. Основную работу делали бы пресса. Проблема, которую не могли решить тогда, состояла в точности таких деталей. Она просто не подходила для мощного оружия. Максимум, где пользовались штамповкой, это пистолеты-пулеметы. И очевидно, что это был правильный путь, вы спросите. Для нас сегодня да. Но в то время этого никто наверняка не знал. Даже десятилетия спустя далеко не все конструкции оружия смогли адаптировать под такие методы массового производства. Тут стоит, кстати, напомнить, что массовый надежный штампованный АК появился уже только в варианте АКМ, то есть в конце 50-х годов. Ну а основной послевоенный пулемет НАТО FN-МАК так и не смогут сделать штампованным, и он до сих пор имеет ствольную коробку из плоских деталей, соединенных заклепками. А вот немцы, кстати, развивали идею штампованного пулемета к середине 30-х уже годов, и МГ-42 не просто один из первых массовых единых пулеметов, но еще и один из первых видов оружия, в основе конструкции которого лежит штамповка. И это не просто гнутые детали, как у пистолета, например, пулемета. Это полноценная, точная штамповка. Так и появился МГ-42, самый легендарный пулемет войны, один из самых массовых единых пулеметов мира, который с модернизациями пробыл на вооружении Германии до конца 2010-х годов. Все это было настолько большой новинкой для своего времени, что за подобные задачи не могли взяться обычные оружейные фирмы. Это казалось просто технологически невыполнимым, с одной стороны, но будущий заказ сулил стать беспрецедентно огромным. Вермахт обратился к технологиям машиностроителя, которые специализировались на разработке оружия и как раз на технологии процесса штамповки. В 1937 году 3 компании получили заказ на выпуск тестовых таких образцов по техническому заданию на этот новый пулемет. Интересно, что армия специально не уточняла принцип действия нового оружия. Требования его ограничились именно методом производства, а вот конструкцию можно было довольно просто и свободно выбирать. Победила компания Гроссфуст с конструкцией Вернера Грюнера. Но конструкция была очень сырой, а для гигантского по масштабам производства на тот момент нужен был оружейный гигант. Последние же боялись связывать себя с новыми технологиями и процессами. И только в 1940 году Маузер и Гроссфус уже вместе доведут конструкцию будущего пулемета МГ-42 до его окончательного серийного вида. Кстати, здесь ремарочка и очень интересный факт. Сама фирма и Грюнер никогда не занимались оружием, а создатель лучшего пулемета войны даже не служил в армии. Вот такая себе иллюстрация того, что нестандартный и свежий взгляд способен привнести что-то невероятно новое. В 80-е годы аналогичную историю повторит Гастон Глок, автор того самого полимерного пистолета Глок. Но, по сути, что же этот Грюнер сделал такого, чтобы получить такой невероятный пулемет, великий пулемет Великой войны? Одного умения производить качественные штампованные детали тут явно было недостаточно. Поэтому инженер, а нужно вспомнить, что он доктор наук, кстати, и не просто какой-то чертежник, отправился на 6-недельные курсы пулеметчиков Вермахта, где он не просто получил военную специальность, но и смог массово опросить инструкторов, офицеров и солдат о том, что бы они хотели видеть в новом едином пулемете. Конструкцию роликового затвора, например, в итоге заимствовали у трофейных польских образцов. Дульную камеру расширения газов у немецкого предшественника МГ-34. Настоящее новаторство Грюнера было в общей конструкции, в ствольной коробке и многих других деталях, которые он смог сделать штампованными, и при этом эти вещи были достаточно качественными, потому что невиданная до того времени технологическая была задача. По сравнению с МГ-34 стоимость МГ-42 снизилась примерно на 30%. На изготовление МГ-34 шло приблизительно 49 кг металла и 150 человека-часов, а на МГ-42 уже 27,5 кг и 75 человека-часов. Кстати, вы понимаете, это двукратный выигрыш. При сотнях тысяч производимых ежегодно пулеметов это баснословно много. Настолько много, что конструктор был награжден крестами за военные заслуги 2 и 1 степеней. А вот путь великого технолога Грюнера сделает еще несколько крутых кульбитов. Он попадет в СССР и будет работать на Ижевском заводе
Правда, уже после разработки автомата Калашникова, но мы же помним, что волшебное слово «штамповка» в случае с оружием часто значит не меньше, чем сама конструкция. Именно с ней в СССР были проблемы. Хотя напрямую к оборонным задачам немцев и не допускали, а сам Грюнер в работе с СССР рассказывал совсем скудненько. В 50-е годы он вернулся в ГДР, где снова столкнулся с вопросами оружия и штамповки. К моменту, когда СССР передал комплект документации на автомат Калашникова в Восточную Германию, необходимо было налаживать технологию производства, ту самую штамповку деталей. Главный специалист по оружию, производимому путем штамповки, снова послужил стране. Вот так вот инженерная биография Гера Грюнера совершила несколько поворотов на 180 градусов от МГ-42 до автомата Калашников в ГДР. Кстати, многие эксперты полагают, что немецкие автоматы системы Калашникова качественнее советских и на голову превосходят изделия всех остальных стран, производивших этот замечательный автомат. Сам же великий оружейник продолжал академическую работу и не забывал читать в Дрездене лекции про обработку металлов и стал профессором, а потом и ректором Института сельскохозяйственного машиностроения. В Восточной Германии Грюнер еще не раз пополнит набор своих государственных и академических наград и даже успеет стать почетным доктором наук в СССР в Ростовском сельскохозяйственном институте. Непонятно, связано ли это с известным анекдотом про советский мирный трактор или же, правда, в СССР оценили его вклад в сельское хозяйство. Теперь к печальным или не печальным новости мне даже сложно судить. Умер Грюнер в возрасте 91 года в 95 году после объединения Германии в качестве заслуженного пенсионера и ученого обеих ее бывших половин. В тот момент пулемет его конструкции оставался основным на вооружении уже объединенного Бундесвера. Одна из самых известных характеристик пулемета МГ-42 — его скорострельность. И нередко ошибочно считается, что она является побочным эффектом конструкции. То есть можно услышать миф, что и легенды про то, что они просто не могли ее понизить. Но увеличение темпа на самом деле было самым главным и прямым требованием командования Вермахта. Ведь именно этого в тот момент хотели военные, и между образцами скорострельность наращивали постоянно. Тестовые же образцы имели высокий, но далеко не будущий запредельный темп огня. Частично причина оставалась в универсальности единого пулемета. Не стоит забывать, что МГ-42 массово использовался в зенитных установках, а для поражения быстролетящих и маневрирующих воздушных целей нужна была максимальная скорострельность. Максимальная. Да, во время Второй мировой войны стрельба по воздушному противнику была очень актуальна. Чуть позже даже большую скорострельность МГ-42 будет часто использовать немецкая пропаганда. А сам пулемет будут называть молнией Гитлера, косторезом, пилой и прочими эпитетами с обязательным добавлением имени фюрера. Ненавижу фюрера. Отметился в рекламе пулемета и лично Геббельс, который в свойственной ему истеричной манере кричал по радио о уникальности немецкого оружия и пехоты с самым большим темпом стрельбы в мире. Советские художники Кукрыниксы будут изображать самого главного немецкого пропагандиста на своих карикатурах и плакатах в виде брехомета Гитлера. Шутка, которая, кстати, не совсем понятна сегодняшним любителям советского плаката, но была более чем актуальна в тот момент и связана именно с МГ-42. Но названия, связанные с пилами, действительно закрепились за пулеметом МГ-42 с обеих сторон линии фронта. В полях Второй мировой войны не было более оружия с такой скорострельностью. При 1200 выстрелах в минуту очередь из привычной солдатскому уху типа «ку-ку-ку-ку-ку», которые слышались на 600 выстрелах в минуту, у большинства пулеметов сливались просто в одно слитное жужжание. Жуткий звук напоминал циркулярные пилы или токарные станки. Для поздно вступивших в войну на суше американцев даже выпускали учебный фильм «Как опознать МГ-42 по звуку», и при военной подготовке крутили это в кинотеатрах. Массовое производство МГ-42 окончательно закрепит и фирменную тактику вермахта.
которая, надо сказать, до конца войны отличалась и от западных союзников, и от нашей. В то время ручной пулемет считался средством поддержки стрелкового отделения. Основной силой в бою все равно оставался пехотинец с винтовкой. Пулемету же отводилась роль прикрытия и поддержки огнем. Но немцы ведь не просто так создали этот пулемет. Они смогли снабдить им каждое отделение. И в вермахте не пулемет поддержка солдат с винтовкой, а солдаты, охрана, переноска, обслуживание и поддержка основного огневого средства поражения. Как вы уже поняли, речь идет про МГ-42. 2 человека непосредственно работают с пулеметом. Стрелок и заряжающий. 1 солдат несет сменные стволы, 1 станок лафет, еще 2 или все, кто может, запас патронов, который МГ-42 проглатывает очень быстро и выплевывает соответственно. Конечно, в бою с МГ может работать и 1, и 2 человека. 3 — это командир расчета, который командир части и отделения, наблюдает цели и командует. «Стреляйте туда!» Рации еще нет. Командир в лучшем случае для донесения команд зашедшихся солдат может использовать свисток. Кроме того, тогдашняя пехота еще носит свое название в прямом смысле. Это пешие солдаты. Носить приходится все на себе, и не только в бою, но и в многокилометровых пеших маршах. В остальном же и в атаке, и в обороне задача немецких стрелков с винтовками была одна и та же — прикрыть пулеметный расчет во время перезарядки или смены ствола, поднести патроны, принести пиццу, прикрыть перебежку, ну и так далее. Естественно, что при огромном темпе стрельбы и при том, что пулемет использовался как универсальный, а у МГ-42 очень простая и очень быстрая замена ствола, что нужно сделать? Нужно просто отвести затвор назад, нажать на защелку сбоку, оттянуть ее в бок, и она сама выдвинет ствол. Останется только выкинуть ствол, если он горячий. У них даже, кстати, специальная асбестовая такая была варежка для этого. И вставить на место новый ствол, защелкнуть и погнали. Характерное для всех моделей пулемета на базе МГ-42 пустое пространство на защитном кожухе с правой стороны. Связано это именно с тем, что ствол подается в бок. Опытные бойцы меняли ствол за 6 секунд, как на пит-стопе, что окончательно убедило немцев, что охлаждение и сложные защитные кожухи пулемету попросту не нужны. Новый пулемет был проще не только в производстве, но и в обслуживании. Меньше подвижных деталей, значит меньше пружин. Проще затвор, более отработана вся конструкция, но одной из проблем МГ-42, которую решили уже после войны, было то, что в нем недостаточно опытный в армейских делах конструктор Грунер. Он не сделал в нем защиту от дурака. У МГ-42 при разборке и сборке есть определенный моментик такой, что мне кажется очень странным, да, как они это могли со своей немецкой точностью не заметить. Можно было легко перепутать ролики, потому что ты разбираешь при свете костра или недостаточной освещенности, можешь просто поменять местами, вверх роликами поставить, и внешне кажется все окей, он даже стреляет так же, то есть все отлично, но разобрать ты потом его не сможешь, и это, знаете, была верная смерть. Так что МГ-42 был требователен к пользователям. Естественно, МГ-42 лишился таких модных довоенных возможностей, как разборка на 2 половины, стрельба одиночными и прочее. Но зато во всех версиях есть зенитный прицел. Вот борьба с воздушными целями, она всегда была задачей номер 1, потому что каждый пулеметчик должен быть зенитчиком. Опыт и наследие МГ-34 при этом также хорошо заметны в МГ-42 и по общей эргономике, и, что самое главное, в металлической ленте и системе питания, штурмовом коробе, сошках, ну и так далее. Облик современного пулемета окончательно устаканился. За время войны в СССР было захвачено около 300 тысяч немецких пулеметов. Многие из них, в первую очередь МГ-34 и 42, использовались и в Красной армии, и для них даже такие специальные наставления по стрельбе выпускались. Большая часть попадала в зенитные части. В этом качестве немецкие пулеметы не имели себе равных, и это точно. В других родах войск их тоже эти пулеметы очень любили, потому что на переднем краю, рядом с врагом, характерный звук немецкого оружия приводил к путанице и огню по своим. Кто-то, услышав, как стреляет МГ, мог решить, что немцы пробрались на наши позиции. А ведь не будешь же ты подбегать к каждому и предупреждать: сейчас мы из трофейного оружия не стреляем. Ведь это можно будет только уже спустя десятилетия, когда появится крупнокалиберный переполох. Зенитчики же, работая в более отдаленном тылу, таких проблем вообще были лишены.
Фотографии с многоствольными зенитными установками на базе МГ, включая и легендарную трехэтажную установку с более 10 пулеметчиками, берут свое начало именно с тех трофеев. Кстати, что характерно, аналогичного пулемета у нас в Советском Союзе ведь не было. Его просто не создали, это было много причин для этого. И первая из этих причин возвращает нас к Максимам, на которых была тканевая пулеметная лента, и в Красной армии долго боялись переходить на дорогостоящую металлическую. Привычная нам сегодня металлическая лента появилась только вместе с пулеметом СГ-43 в конце войны. И это явное изобретение, вдохновленное немецкими успехами. Но это будет станковая машина. А вот переделать вручной пулемет Дегтярева, который прошел всю войну со своим характерным диском, смогут только в 1946 году, получив первый советский единый пулемет РП-46. Тысячи трофейных пулеметов позднее будут поставлять из СССР, воюющим во всем мире коммунистическим режимом. Поэтому даже во Вьетнаме немецкие пулеметы будут далеко не редкими. Когда мы с вами говорим о советской, а позднее и китайской помощи дружественным странам, то чаще всего представляем автоматы Калашникова. Но, конечно, были и они, но сотни тысяч единиц немецкого оружия СССР тоже раздавал по всему миру. Особенно в период, когда перевооружался после Великой Отечественной войны и только запускал производство нового оружия и патрона. Но история пулемета МГ-42 не закончилась трофеями Второй мировой. Сегодня он мелькает в новостных видео не реже, чем в прошлые десятилетия. Хотя даже патроны 7,92 40-х годов для него уже давно не выпускают, и их попросту не найдешь. Так как же пулемет МГ-42 дошел до нашего времени после поражения Германии, не исчез на полях сражений Холодной войны и чем заряжает его современные версии? Конечно, после окончания Второй мировой войны вермахт был распущен и разоружен. Но начиналась Холодная война, и наши бывшие союзники начали постепенно восстанавливать вооруженные силы ФРГ. Естественно, новые немецкие военные не могли уже использовать маузеровские устаревшие винтовки. Но у них же был что? У них был большой запас МГ-42, а он все еще оставался лучшим в мире единым пулеметом. Когда в НАТО ввели новый общий стандарт патрона 7,62 на 51, немцы тоже взяли и просто перешли на него со своего традиционного на тот момент 7,92 Маузер и переделали МГ-42 под новый патрон, назвав его МГ-1. Но даже огромные запасы бывшего вермахта не были бесконечны, и на повестку дня встал вопрос выпуска нового пулемета. Ведь было уже очевидно, что впереди много лет массовой эксплуатации. И знаете, что оказалось? Оказалось, что МГ-42 все еще остается лучшей в мире конструкцией единого пулемета. И более того, немцы все еще оставались армией с самым большим накопленным опытом применения единых пулеметов вообще, и системы МГ-42 в частности. Поэтому вместо разработки и уж тем более закупки нового пулемета было принято решение, что вернуть производство улучшенный МГ-42 под новый патрон, а заодно и улучшить в нем все, что было по опыту Второй мировой войны. По сути, механика и конструкция осталась старой, но небольших изменений все-таки накопилось десяток. Он стал лучше, и новую модель назвали МГ-3. И эта модель оставалась основным пулеметом на вооружении Бундесвера до нашего времени. Они продавались на экспорт и еще долго были золотым стандартом в мире единых пулеметов. И еще интереснее то, что тот самый станок с перископом и системой амортизации отдачи, который был во времена Второй мировой войны, тоже пережил все эти перевооружения и дошел до сегодняшнего времени. А совместимость с этим станком внесена в технические требования к новому немецкому пулемету МГ-5. За те десятилетия, которые продолжалось производство МГ-3, когда запасы готовых МГ-42 для модернизации под новый патрон закончились, немцы сделали сразу несколько вариантов, которые предложили и своим военным, и на экспорт. С помощью разных пружин и затворов различного веса можно было как сохранить, так и снизить тот самый знаменитый темп стрельбы до более традиционных значений. Бельгийские пулеметы FN Mac оставались слишком тяжелыми. Американцы во Вьетнаме провалились со своими М-60 и сами искали себе какой-то более-менее приличный пулемет. И да, МГ-3 продолжил свой путь по многим странам, став до конца века таким себе калашником среди единых пулеметов. Им воюют в Южной Америке, Азии, Африке, теперь и на Украине. Его используют в качестве основного или зенитного пулемета
и европейские армии. А для многих МГ-3 оказался дешевым и надежным вариантом входа в натовские стандарты с переходом на доступный патрон и ленту. Для кого-то просто логичным продолжением использования МГ-42, кому-то просто не приходилось выбирать. Но факт остается фактом. Конструкция 80-летней давности массово применялась как бедными, так и богатыми государствами. Особенно иронично, кстати, этот МГ-3 выглядит в Чили, где в начале прошлого века строили армию немцы, и традиционно используют они немецкую форму, характерные шлемы эти с пиками, сапоги, ремни и немецкое же оружие. И если не смотреть на смуглые лица, а просто листать фотографии, можно подумать, что где-то в Антарктике сохранились беглые нацисты во главе с киборгом Гитлером, которые по теориям заговора построили себе целую подземную цивилизацию. Поэтому людям, которые увлекаются альтернативной историей, слишком впечатлительным в Чили лучше не ездить. Многие сегодняшние пользователи, что часто, кстати, случается в истории, могут сравнить немецкий МГ с самым массовым и успешным из современных пулеметов этого класса. Это советский пулемет Калашникова модернизированный, ПКМ. На Украине, например, большое количество людей в разное время находилось, как любят говорить американцы, с обеих сторон ствола. То есть и те, которые стреляли, и те, которые попадали под обстрел. Итак, к безумному темпу стрельбы МГ, который остается очень высоким для пулемета на сошках, необходимо привыкать. Опытный стрелок отсекает короткие очереди. И если этого не делать, то отдача буквально сдвигает с места и отталкивает назад пулеметчика. Но при этом из плюсов, что не подбрасывает оружие вверх, и немецкая машина льет очередь в одну точку, плавно вдавливая в плечо стрелка. Конечно, это относительное впечатление, потому что винтовочный патрон мощный и стрельба им не самое простое дело. Но точность и кучность МГ при хороших стволах считается более высокой, чем у современных образцов единых пулеметов даже. При этом ПКМ ощутимо легче и проще в обслуживании. И каждый его дополнительный килограмм — это дополнительные патроны, каждый из которых наперечет в бою. Простота обслуживания и надежность в поле тоже не просто слова. Люди находятся на позициях, и неделями, месяцами постоянно необходимо заниматься массой разных вещей. Нести дежурство, копать, готовить, носить грузы, почувствовать, курить, ну и так далее. Если для обслуживания оружия нужно лишнее время, то откуда, его взять? Чаще всего его берут из сна, которого и так очень мало. Вы представляете себе, небольшой получасовой недосып начинает длиться днями и неделями. Хорошо ли будет чувствовать себя через недельку? Боец, думаю, что нет. МГ продолжает производить и даже модернизировать во многих странах, так что быстрого исчезновения, господа, не ждите, потому что МГ еще обзаводится планками Пикатини и стандартными для НАТО пулеметными коллиматорами, прицелами, тепловизорами и ночниками. Поэтому быстро эта линия развития стрелкового оружия не закончится. А зная скандинавскую территориальную оборону, которая только недавно продлила сроки службы винтовок Г-3 и выпускала пакеты модернизации для них, МГ могут эксплуатировать еще полвека. А ведь это один из первых современных пулеметов, первый с массовым использованием штампованных деталей в конструкции. И первый настолько массовый и один из самых живучих. Наверное, по срокам использования с МГ сравнится только тяжелые браунинги и ДШК, но это и оружие другого поколения, другого класса. Наследство МГ можно видеть в металлической пулеметной ленте, быстрой смены стволов, механизме подачи патронов, штампованных ствольных коробках и еще многих элементах конструкции современного оружия. Да даже его пистолетная рукоять, ставшая классикой, кочует между западными моделями пулеметов последних десятилетий. Так что космическая пехота, которая гоняется за чужими с МГ-42 в своих смартганах, не такая уж и фантастика. Ведь в ближайшие полвека МГ-42 и МГ-3 даже с полей обычных земных сражений никуда сваливать не собираются. С вами Крупнокалиберный Переполох. Это был исторический выпуск, и если вам нравятся такие выпуски, напишите об этом в комментариях. Хорошего всем дня.